Друзья мои, посмотрите, это что за место? Слева горы, справа горы, а вдали Кавказ. Мы не туристы, друзья. Все, Вань, стой. Заехав в Дагестан, мы поехали искать достопримечательности. Первый по списку был Сулакский каньон. Там-то мы и познакомились с Саидом. Этот парень, несмотря на свой юный возраст, уже зарабатывает деньги. Берет по 15 рублей за фотографирование с горным козлом. Последнего, кстати, зовут Человек-паук. Любите его? Как Человек-паука глаза. А тебя как зовут? Как? Саид? О, слушай, нифига он тянет. Он мощный в натуре Человек-паук у тебя. Он борец, что ли? Он борец? Борьбой занимается? Чего он такой мощный? Пацаны говорят, есть у него еще друг маленький, Спайдермен зовут, а этот Человек-паук. Ну, Спайдермен где-то в горах сейчас ходит, пасется, гуляет. Они тут все Спайдермен. Ну а после знакомства с Человеком-пауком идем смотреть сам Сулакский каньон. До смотровой площадки пешком всего 5 минут. Сулакский каньон – одна из самых главных достопримечательностей Дагестана. Интересный факт, что глубина его превышает глубину Гранд-каньона в Америке. Глубина его составляет 1920 метров в глубину, а протяженность 53 километра. В общем, день мы толком не ели, что-то я не ела, Настя тоже за компанию. И вот сейчас только уже так более-менее полноценно садимся поужинать. Да, мы решили ужинать и смотреть видео про... Ваня там нашел какое-то видео про рынок в Дербенте, где много всякой вкуснятины. И будем, скажем так, чтобы не на голодный желудок такие видео смотреть нельзя. Поэтому будем есть и смотреть. А можно в прикуску только. Да. Но мы уже загорелись, потому что мы там увидели, сколько там всякого интересного и вкусного. И Настя уже говорит, все, поехали в Дербент, там на Каспийском море встанем, попробуем. Рынки – это тема, что можно сказать. Ну, Рынки – это круто, да. Пока что мы ни одного рынка такого сильно не встретили, на котором было бы очень много, да, всего фруктов. Ну, в Карачаево-Черкесии. Ну, там был очень маленький рыночек и такой. Ну да. Чисто мясо мы там купили, и то выбор не очень большой был. Ну и вообще это место нам понравилось, если мы найдем где затариться, так скажем, вкуснятины поблизости. Да, мы хотим закупиться и приехать сюда, потому что тут мы толком не покупались же. Я полдня провалялся, и хочется нормально накупаться здесь, да, наплескаться, потому что тут вода кристально чистая, такой цвет у нее прям лазурный, такой, ну, супер место на самом деле. И мы хотим набрать всякой разной еды, и здесь, возможно, еще на день остаться. Пока что план такой. И заниматься нашим любимым делом. Есть в красивом месте. Да. Утром мы обнаружили, что бензина в баке практически не осталось, а ближайшая заправка далеко. Вдоль дороги баннер 95-й бензин. Что ж, выбирать нам сегодня не приходится. 9 рублей. Вообще недорого, да? Да, но ближайшая заправка... Сколько? 40 минут ехать отсюда. Не успев долить канистру бензина, дедушка Ибрагим позвал нас за стол. Звали на чаек нас. Будут рассказывать, где купить фрукты, где места хорошие. Первый раз пробуем инжир свежий. У нас есть в Сибири, но Он другой. сушеный, с Красноярска. Сибирь, А да. на этой машине приехали? Знаете, сколько дней, например, ехали? Мы ехали до Карачаева-Черкесии только 8 дней. Вот конфетки, вот сахар. Спасибо. Нам уже это надоело. Да? У меня от желудок уже болит. Ничего себе. Да, это Хасаюрт. Вы там найдете все, там рынок, весь город рынок. Весь город рынок. Что-то мне надо вот на машину, я туда еду. А вот поэтому пробки такие, Да, наверное. если что-то одежду, все, что надо, там все там есть. А у вас тут есть рынок? Пушку надо, тоже возьмешь. Рынок. Серьезно? Да, Мы сейчас находимся, да, вот в Дагестане, вот это регион, это религиозный регион. да. Вот это мы где находимся, здесь, вот, в этом месте, вот село Черкей, там находится 15 тысяч населения. И это водохранилище тоже называется Черкеевский. И вот эта территория вообще никогда не было спиртного и сигарет не продают здесь. Это такая трезвая зона и такая религиозная, традиционная религия.
не ваххабистская. И правильная религия. Короче. Здесь нету ни... Просто мы туристам тоже, вот, которые купаться, объясняем, купайтесь в шортах, да, вот. Просто еще будет На всякий уважение к нашим, нам. Здесь, в общем, лучше купаться в шортах, да, и в футболке, да? Нет, а можешь без футболки Да. купаться. А женщины? А девушкам тоже шорты или как? Девушкам, почему? Вот смотрите, вот девушкам, вот здесь лучше купаться в шортах. Ага. Если вы купаетесь в плавках, сделайте это, чтобы где людей нету, да. И ну, нас старики нам объясняют, вы объясните там, да, вот чтобы правила поведения, да, купания. Не потому что там, да, вот это, наоборот же, это же лучше там, да, вот мы немножко уходим, приходим к правильному, да, вот, поведению, а не к разврату, да. Вот. У нас тоже хватает пьяниц, они у нас тоже есть. Алкоголь В целом продают, да, по Дагестану? делают, да, Конечно, продают. Вон в Дубках продают. У нас город ближайший Махачкале везде продают. Не в каждом магазине, например. Да, есть магазины, которые не продают. Принципиально. Они сами не хотят, то есть. Они говорят, мы не хотим. То есть мы мусульмане считаем, продажа алкоголя, продажа табака – это харам. Запрещено. Грех. За эти деньги тоже грех. Просто мы, есть люди, которые чтут эти традиции, которые вообще не продают. Принципиально не продают. Они мало то, что и не пьют, и не курят, но его и не продают. Эти деньги тоже нам не нужны. А есть супермаркеты, которые это все равно. Харам, не харам, они ее продают. То есть демократично так. Ну, понятно. Вы сами не употребляете тоже алкоголь? А вам сколько лет? А скоро жениться буду. Мне под 70. О, хорошо выглядите, 70. Вот правда, да, говорят, что в Дагестане еще сохраняется вот традиция такая, Да. кровная месть, и типа, Да, она есть, она и сейчас есть. Это, и что даже правоохранительные органы, если что, закрывают глаза, да, на это? да, они даже не могут ее остановить, они думают, что туда не лезть. Да, очень плохой вещь это. Месть. С сыном очень плохой вещь. Она идет, вражда, она всю жизнь, поколение в поколение передает. Есть у нас силы, которые кого-то убил, обязательно его убьет. Те его убивает. Вот так она и идет. Понимаешь, крутится. Что его убьют, он знает, что он его все равно кокнул. Он все равно он не оставит. Ну, конечно, оно будет это, потому что вот если вы говорите, оружие можно легко купить, да? Здесь можно купить. Все, если все продается. Раньше, вот, 94-5 год, на рынке автоматы, пулеметы, все. Ничего себе. Ряд стоит, продают. Пожалуйста, бери, какую хочешь. Ну, оно, наверное, все сюда заехало с чеченской, да? Нет. Нет? Здесь в Буйняшке у нас военные части. Приторговывали, да? Да. Но они забрали, ну, которые там служили офицеры, они говорят, спасибо дагестанцам, что нас подкармливали. В войне надо, где никто не кормил, понимаешь? Ну, было такое, да. Да. А что делать? От того, что ты русский, мы не имеем права тебя убивать. Богом рожденный человек. Тут не было такого, что вот, ну, как вот в Чечне было, там, вот, террористические там группировки, ваххабиты, вот это все. Здесь эти все, ты думаешь, что прям чеченцы воевали, что ли? Там кого только не было. Ну, наемники, да, разные. И наши были, и русские были, и прибалтики были, и афганцы были, и кого только там не было. Ну, они, как, это ненужные вещи были, понимаешь? В конце поняли, что это уже ненужные вещи. Они русских нацменов стравливали на друг друга. Допив свой чай, дедушка Ибрагим встал из-за стола и сказал что-то в духе «Вставайте все, пойдем за виноградом». О, не-не-не, не надо. Вы что? Давайте я, может, лучше залезу. Это тяжелее. Она сломается, она очень хрупкое дерево. Главное, не упадите. Не должно падать. Не должно. Нет, я думаю, не стоит. Ой-ой-ой. Ну, посмотрим. Ой-ой-ой.
Настя, ну-ка покажи. О, красота. В общем, я не знаю, как это мы будем есть. Смотрите, вот нам персиков дали. Это виноград, мы уже съели кучу других еще фруктов. Персиков с собой нам дали. Я не знаю, сколько здесь килограмм. Ну, короче, это коробка здоровая. И вон еще пакет. Это, чтобы вы понимали, свежие персики. Точнее, не свежие, это супер спелые, вот из которых делают сок, варенье. Это вот такие, которые еще не настолько спелые, но которые просто можно есть нормально. Но, не знаю, мы тут сидим уже 2 часа, наверное. Мы немножко в шоке. Вчера у нас такое интересное было событие. Опять мы были поражены гостеприимством кавказским, точнее дагестанским, не кавказским, потому что здесь не везде такие гостеприимные. Мы, значит, просто сидим на стульях, едим персики, опять же. К нам подходит мужчина, он спрашивает насчет палатки, и потом, значит, берет Ваню за руку и такой говорит: все, пойдемте, у нас там уже мясо сделалось. А мы пошли, там у них семья, большая семья, не знаю, сколько это было человек, наверное, человек 15. Все сидят, там у них ковры расстелены, еда, мясо, там баранина, бульон, фрукты там, сладкое. В общем, там вообще всего навалом. Они, значит, усадили, все, чувствуйте себя как дома, говорит, и рассказывали там очень много интересного и про себя, про свою жизнь, про Дагестан. В общем, мы прям очень удивлены, то есть у них, видимо, так заведено. Мы вчера 2 раза столкнулись с местными людьми, и оба раза вот так вот нас душевно встретили. Это было потрясающе, нас очень приятно, и для нас это очень необычно. Нашли по дороге на Барханы заведение такое, кафешечка неприметная. Это же вот считается как традиционно, да? Да. О, Классно. замечательно. Вам приятного. Спасибо большое. Спасибо Что я большое. внизу? Хорошо. Мы о кофе с лепешкой мечтали сегодня всю утро. Да. Ну я уже вижу, что это вкусно на самом деле. Да, по-любому. Я сразу тесто вижу, которое мне нравится. Да, Это очень вкусно. вкусно. Тоненькая такая, похожа на Да, балкарку. хрустящая. Вот зелень. В какой-то момент пейзажи вокруг меняются настолько, что мы чувствуем себя главными героями вестерна в западном Техасе. 150 рублей. В страшные места мы попали. Вообще, я так поняла, без противокаракуртовой сыворотки здесь делать нечего. В самом начале тропы висит не очень жизнерадостная тут картинка, на которой показано, какие ядовитые и ужасные здесь животные, насекомые водятся. Короче, нужно быть очень аккуратным, потому что тут и какие-то жабы, которые укусят, ты помрешь, какие-то змеи, скорпионы, пауки прыгучие. Короче, какой-то трэш. Бархан Сарыкум. Место, окутанное мифами и легендами. Крупнейший песчаный бархан в Европе. На этих 3 километрах песков уживаются ядовитые пауки, скорпионы, змеи, жуки-скоробеи и даже черепахи. Именно в этих песках обитает самая большая ядовитая змея России – Гюрза. Откуда посреди горного Дагестана могла возникнуть миниатюрная пустыня? Однозначного ответа на этот вопрос нет до сих пор. По одной из легенд, во времена великанов один из них гулял по пустыням, сел отдохнуть, снял свой огромный ботинок и высыпал из него песок. Так и появился Бархан. Это действительно уникальное место, которое мы рекомендуем к посещению на свой страх и риск. А еще именно здесь снимали фильм «Белое солнце пустыни». Узнаете пейзажи? Мы приехали в кафе «Баклажан». Открытие его мы ждали 1,5 часа, потому что это самое такое хорошее по отзывам в этом месте заведение. 5 баллов, средний балл. Так что пойдемте попробуем, чем тут кормят. Знаете, я прекрасно понимаю, почему люди ставят этому заведению 5 баллов. Ведь мы и сами поставили ему максимальную оценку, потому что это просто божественно вкусно и совсем недорого. Вот вы как думаете, сколько мы отдали за этот стол? Пишите в комментариях свои предположения. А давай его сразу, это как это называется?
Море – место силы. Его запах чувствуешь за десятки километров. Оно притягивает людей, как магнит. Его шум заглушает все твои мысли и заставляет расслабиться. Оно, как огромное теплое одеяло, укутывает и согревает. Стоя у берега, обесцениваются все проблемы, которые у тебя есть. Просто находясь здесь, отчетливо видно, насколько они маленькие и незначительные в масштабах этого огромного, безграничного живого организма, которому миллионы лет. Этим утром на море не было никого, кроме нас. Мы как будто одни на краю земли. Только мы со своей палаткой и море. Это, пожалуй, лучший утренний вид в этом путешествии. Трясти головой обязательно? Да. Не, наверное. А это, без сомнения, лучший утренний душ. Буду плыть на гребне волны. Вы представляете, мы сейчас сидим после моря, сушимся, загораем, подходит опять мужчина, приносит фруктов горсть, говорит, вот вам, угощайтесь, вот видите, яблоки, такие ранетки, персик, вот еще яблоко. Из своего сада, говорят, Да, нарвал. что за люди, а? Балуют нас отношением. Ну и показали палатку, вот тоже все спрашивают нас, подходят. Я тоже думаю, что-то у вас такое. Интересная вещь, необычная, не часто встречается. Но, конечно, приятно нам вот от таких сюрпризиков. Я уже помыл, сейчас будем дегустировать. Мы уже неоднократно сталкивались с кавказским гостеприимством. К нам постоянно кто-то подходит, нам пытается помочь, накормить, угостить чем-то. И нам вот стало очень интересно, откуда вообще взялись эти корни, как сложился такой менталитет. Вот, мы полезли почитать в интернете, нашли очень много интересной информации. Сейчас Ваня вам все расскажет. Оказывается, что истоки такого кавказского гостеприимства лежат еще со времен, когда через Северный Кавказ проходил шелковый путь. И мимо этих регионов проходили караваны, которые, когда они шли, они по пути грабили местное население. В общем, со временем это местное население начало давать отпор, и они сами начали грабить эти караваны, которые здесь идут. И тогда тем торговцам, которые вели свои грузы через эти места, у них возникла необходимость в том, чтобы обеспечить безопасность своему грузу, который идет через Северный Кавказ. И тогда они начали думать, как бы вот реализовать все это дело, чтобы грабежи прекратились. И они они пытались подкупать местное население, пытались, значит, там давали взятки, охрану брали из местных, но все как бы это не помогало. То есть охрана сопровождала только через крупные населенные центры, и все равно в горах, в общем, их дальше продолжали грабить. И тогда они поняли, что такие как бы деньгами тут не купишь, и нужно как-то входить в доверие. И стали просто оставаться, скажем так, под полную ответственность в гостях у местного населения. И когда человек оставался на ночь у местного, он понимал, что то есть его жизнь, его груз, все в руках вот этого собственника дома. И это было честно, как бы это было справедливо. И так вот потихоньку здесь начинал зарождаться вот этот институт гостеприимства кавказского. Люди оставались в гостях, и тогда хозяин дома брал на себя полную ответственность за безопасность этого человека. Дальше эти отношения, они видоизменялись, они продолжали развиваться. И со временем как бы начинали в гости ходить даже враждующие племена. И причем интересный факт такой, что даже если между двумя врагами, даже между которыми кровная месть, да, если они приходят друг к другу в гости, когда они в доме находятся у второго, то там они встречают друг друга, да, и сидят за столом, то есть как настоящие гости, несмотря на то, что они могут выйти потом на улицу и стреляться. Такая вот особенность. Что ж, про дагестанское гостеприимство мы вам рассказали. А теперь наслаждаемся завтраком и отправляемся дальше, в сторону еще одной местной достопримечательности – Карадахской теснины. Едем не спеша. По
По дороге покупаем фрукты у местных и пополняем запасы воды. Вообще спешка в Дагестане не нужна. Отдых здесь больше похож на медитацию, чем на перемещение от одной достопримечательности к другой. Только посмотрите, какие виды. Они провоцируют на размеренный, неспешный отдых. А что касается отношения местных жителей к туристам... Дагестан в очередной раз нас удивляет. Остановились поснимать виды красивые. Останавливается перед нашей машиной парень, дагестанец, подходит, говорит, что-то случилось, помочь вам? Мы говорим, да нет, мы остановились поснимать. Он говорит, понятно, все, я думал, колесо спустило, помочь надо. И поехал дальше. Я на самом деле уже читал о том, что пишут, если на аварийке встанешь где-то в Дагестане, то каждый второй будет останавливаться, предлагать помощь. Но, в общем, это действительно, видимо, так. Хотя даже аварийки у нас не было, все равно человек остановился, предложил помочь. Но остановились мы здесь немножко для другого, для того, чтобы полюбоваться местными видами. За моей спиной находится настоящий Дагестан горный. Посмотрите, какие пейзажи. Около марсианской такой какой-то тематики. Как атмосферно выглядит вот этот автобус заброшенный. Непонятно, почему он там оказался. Но выглядит все это, конечно, как-то фантастически, прям нереально. Едем всю дорогу, заглядываемся, смотрим, потому что очень красиво по сторонам. И Кавказ, он такой разный. Где-то он в Кабардино-Балкарии он один, в Карачаево-Черкесии другой, а в Дагестане совсем другой. Он не похож, его горы не похожи ни на какие другие. Он действительно чем-то напоминает Марс. И кажется, что если окрасить эти горы в рыже-оранжевый, то это будет настоящий марсианский какой-то пейзаж. В общем, очень красиво. Ну, а мы продолжаем свой путь в ущелье и на водопады. Как видите, до ущелья и водопадов мы сегодня не доехали, потому что на нашем пути встретилось такое живописное место, проехать которое мы просто не смогли, и свернули сюда на ночевку. Решили, что уже заночуем, пока светло, чтобы, как обычно, не искать ночью место ночевки. Заночуем, поужинаем, отдохнем, и утром уже поедем в ущелье, чтобы быть там первыми и тоже нормально поснимать. Ну а место сегодня, смотрите сами, какое живописное. Здесь течет река горная, там скалы, горы. Очень красиво, как это и бывает обычно в Дагестане. Кавказское гостеприимство вышло из-под контроля. И если коротко, то мы сейчас отдыхали. К нам подошел один мужчина, начал угощать самогоном, мясом, говорить, что у него есть абрикосы, персики и так далее. Подошел другой, начал говорить тоже, что могу все показать. И тот, который говорил, что у него персики, он говорил, у меня есть персики, все есть, абрикосы есть. А они говорят, да какие у тебя абрикосы? И вы представляете, из-за абрикосов завязалась драка. Ну, короче, они выясняют сейчас, есть ли у него абрикосы, либо нет. Он говорит, у меня есть зимние абрикосы. Они говорят, да где есть, поехали смотреть. Короче, там сейчас драка, его пытаются, он еще выпивший просто чуть, пытаются его проводить сюда. Но на самом деле, как бы он нормальный, все, просто, ну, гостеприимство, это вот там уже 3 человека. Побочные, как бы, такие побочные его действия. Ну, все круто, надеюсь, сейчас быстро все это уладится, успокоится. Посмотрим, чем закончится все это. Нам пришлось уехать из того живописного места. Сейчас расскажу почему. В 7 часов уже стемнело, потому что здесь темнеет довольно рано. Разъехались все компании, которые отдыхали в этом месте. Все, мы уже начали собираться и собирались уже ложиться в палатку. И вдруг там начались какие-то звуки издалека доноситься, какой-то свист. Не знаю, кто-то там, такое ощущение, что сидел в кустах, но мы не видели никого. Мы начали светить туда фонарем, а потом опять кто-то посвистел. Потом свист прекратился, мы вышли, решили посидеть немножко на стульях, посмотреть, что там будет, появится ли кто-то или нет. Но никого не было. Потом мы завели машину. Видимо, это тоже привлекло как-то внимание к нам. Опять кто-то свистнул. В итоге как-то нам показалось это очень странным. Мы решили пройтись, прошлись до воды и светили фонарем, посмотреть, ну, никого ли нет в округе. Только мы, значит, начали двигаться, опять кто-то посвистел. Короче, нам показалось, что это очень жутко, как-то страшно, нам стало неспокойно, и мы решили, что нужно из этого места уезжать, потому что
что, ну, мало ли что может случиться, потому что вдруг там кто-то пьяный или чего-то там задумал. Короче, мы быстренько собрали весь наш лагерь обратно и поехали. Выбрали вот такое место очень необычное. Это контрольно-пропускной пункт. Здесь стоят вооруженные сотрудники полиции. Мы его заприметили, когда еще ехали сюда, потому что он находится прямо около вот этой речки, где мы сейчас были. И проезжали его. Мимо этого пункта проехать просто так нельзя. Они останавливают каждую машину, проверяют документы. Вот. И когда мы туда заезжали, нас тоже проверяли. И мы решили, что, ну, будет неплохо и более безопасно именно здесь поспать. Мы сюда приехали, спросили у сотрудников, они в целом не против, встали рядышком. В общем, мы тут сидим сейчас в палатке, а за палаткой у нас там сотрудники полиции с автоматами стоят, по сути, нас охраняют. Поэтому нам здесь будет спать сегодня спокойно и комфортно, за исключением того факта, что постоянно ездят машины туда-сюда, но, я думаю, нас это не смутит. Самое главное, что никаких злоумышленников тут точно не будет. Я говорил, что это палатка. Именно от таких возгласов мы просыпались прошлой ночью. И слышим их вообще периодически, когда ты лежишь в палатке, и кто-то где-то рядом обсуждает эту палатку. Твою да. палатку. И они не думают, Думаешь, что там никого да, нет. Думаю, да. Думаешь, что там, ну там же никто не слышит. Вчера чувак просто сел, прям рядом с нами сидит, Начал что-то там семечки. семки щелкает. А у нас причем открытые эти москитки как бы. Ну все видно, все слышно. И чувак просто сидит, семки щелкает, такой разглядывает. Прямо у лестницы сидит. И я говорю, блин, капец, как тут спать? А около моего окна несколько раз я тоже просыпалась. Просто мы встали там, где был пост, и там очень много останавливалось машин. Там кафешка еще рядом, Кафешка, гостевой дом. да, и там какие-то мужики. Это что, палатка? Это палатка? Это такая палатка? Да, и когда я там вылазил за микрофоном, другой говорит, ну я же говорил, что это палатка. А сейчас человек остановился и ехал. Мы стоим возле тут этого, как его называется? Теснина. Теснина Карадахская. Карадахская. Да. И едет, я не знаю, то ли Азербайджан, то ли откуда. И он такой, ребята, а почем палатка? Мы там, ну, говорим, там 167. Он такой, а это вот что, биотуалет? Мы такие, да. Новые серьезные путешественники. Ну вот так, в общем, будем сейчас разбивать лагерь и потихоньку укладываться. Завтра хотим с утра пойти первыми в Теснину, чтобы все подснять красивенько, показать. Там жути уже на нас нагнали. Мы сегодня немножко прошлись там. Парни шли местные, говорят, смотрите, тут недавно был камнепад. Нас дают в аренду эти каски на голову. Мы думаем, что они не спасут. Ну, вообще везде написано, что аккуратно, могут быть камнепады, сели. Что вообще такое место, ну, как бы лучше не ходить, Сегодня если погода мы неплохая. должны были пойти туда, но подкачало то, что у меня утром очень сильно заболел желудок. И мы потратили весь день на то, чтобы просто мне отлежаться немножко, чтобы прошло. Потом съездили, поели супу, потому что, видимо, уже дает о себе знать гастрит хронический, который у нас есть. А мы... Тут кухня-то такая тяжеленькая, тяжелая, много теста, да. И мы, мясо. Да, на супы как-то внимания не обращаем, потому что, что, супы мы и дома поедим, а тут хочется и мясо, и лепехи всякие, и чуду, и так далее. В общем, сейчас будем отсыпаться, отдыхать, и завтра с утра идем снимать Теснину. Доброе утро. Мы выспались на все 100%. Наконец-то мы нормально отоспались. У нас вот такой вот сегодня замечательный завтрак. Да, мы уже сами себе завидуем, какая Смотрите, вкуснотища какая будет. красота. Кофеек вон уже насыпали в турку. Сейчас перекусим немножко и пойдем лазить по ущелью.
здесь, когда дождь, тут вообще в этой теснине делать нечего, потому что семья пошла, был дождь, и там вот этот вот ручеек начал наполняться водой, а там такое, как пространство замкнутое со всех сторон горами. Вот, и этот ручей поднимается, смешивается с грязью и вот этим вот потоком, и потом ты вообще оттуда хрен выберешься. Прогулка в горы закончилась трагедией. В Гунипском районе после селевого схода без вести пропали 2 человека. Тело одного мужчины нашли, оно пока не опознано. Масштабная поисковая операция продолжается. Сейчас на месте происшествия работают МЧС Дагестана, полицейские и местные жители. И там вот перед самым входом висит такая табличка мемориальная. Там вот человек, было написано: «Погиб, спасая детей и женщин из селевого потока». То есть до такой степени даже доходит. Туда можно зайти, будет сухо, а будешь выходить, уже будет вот так тебе грязи. Да, если тучки. Да, поэтому нужно быть очень внимательным. Там везде висят вывески, что не смотрите на то, что хорошая погода, полагайтесь на интуицию, смотрите, как меняется окружающая обстановка, потому что может быть сухо, дождей не быть, а вот этот сель, он сойдет и снесет нахер. Ну так что вот такое место непростое. Но надеюсь, что нам повезет сегодня. Большая часть пути до самой теснины – это русло реки Квартах. В солнечную погоду оно пересыхает, и идти довольно комфортно. Виды настолько головокружительны, что я не смог удержаться. Слева горы, справа горы, а вдали Кавказ. Чуть дальше уже течет небольшой ручей. Горы нависают над руслом, отбрасывая тень, и чувствуется, как температура начинает падать. Потоки воды усиливаются и становятся еще прохладнее. Забраться в само ущелье можно, поднявшись по вот таким лестницам. Их будет около 3 штук. И мы на месте. Зайдя в этот нерукотворный музей, ощущаешь непреклонную силу природы. Это ущелье – наглядная история о том, как одна небольшая река за сотни тысяч лет пробила путь через горный хребет, разделив его на 2 части. Недалеко от Теснины есть еще одна интересная достопримечательность. Это Салтинский подземный водопад. Поедем посмотрим, что там. А пока мы колесили по живописным дагестанским серпантинам и любовались горными пейзажами, мы кое о чем забыли. Точнее, кое-что перегрели, и это были тормоза. Шипит, видишь? Нет, это слюни просто. Ну я говорю, что шипят, он горячие такие диски. Вход в водопад. Здесь он такой вот, через такие камни. О, там пещерка. Тут от камней таким холодом прям веет, да, сильным? Прям день пещеры такой. Пещерный день. Везде, где было только можно, я брал с собой сапоги резиновые в рюкзаке. И в горы, и так, куда мы ездили по местам разным. И ни разу еще они мне не пригодились. Ну и поехали мы сюда на водопад. И я такой Насте говорю: да нафига там сапоги резиновые? В общем, я свои брать не стал, а Настя свои взяла. И тут теперь я есть в воде, короче. Вот. А Настя хитрюга одела сапоги, да, и ходит как человек. Вот. А здесь все в воде вообще. Вот таким вот образом выглядит этот водопад. Сейчас, мы так поняли, немного засушливый период, не было дождей, поэтому он не очень полноводный, так скажем. Но когда здесь дожди идут, то он прям полностью вот так вот круг вот этот обрамляет водой. Вот, но все равно очень красиво выглядит. И здесь, мы так поняли, достаточно глубоко, потому что люди даже прыгают туда и ныряют полностью под воду. Вот, и цвет очень красивый у водопада. Все, мы посмотрели Салтинский водопад, нам очень понравился, но лучше приезжать на эту локацию рано утром, как и, наверное, на все любимые туристам достопримечательности, когда нет никого практически из людей, тогда можно спокойно там походить, полазать в свое удовольствие, можно даже искупаться, но все равно люди, конечно, мешают, ненормально не поснимаешь, не пофотаешься, не полюбуешься. Вот, короче, такие дела. Мы сейчас выдвигаемся в село Гамсутыль, но пойдем смотреть это село уже завтра утром, потому
потому что туда нужно подниматься часа 2, вот, поэтому мы не хотим по темну там ходить, поэтому мы приедем, там заночуем, сейчас по дороге где-нибудь покушаем, вот, и завтра уже утром выдвигаемся туда смотреть, что там за такие интересные местечки. Вот, сейчас Ваня, наверное, будет заправлять канистру, точнее, бензин из канистры, потому что у нас не было ни одной заправки по пути, и, по-моему, не предвидится в ближайшее время ни одной заправки. Не знаю, 20 литров у нас с собой есть, а что дальше делать, мы пока что еще не знаем. Типичная поза автотуриста в Дагестане. Заправок мало хороших, поэтому приходится возить с собой канистру. У нас 20 литров. Вот встречали мужчину, который уже объехал весь Дагестан, уже туры здесь организует. Он с собой возит 60 литров дизеля. Место, куда мы заехали, которое было у нас по плану, там все занято туристами, которых привезли автобусы большие. В общем, нам сказали, обслуживать вас не будем, едьте дальше. И заехали вообще в странное местечко. Ну, вроде как по отзывам нормально. Ну, сейчас зайдем, посмотрим. Называется Теремок. Тут же кафе, тут же магазин, тут же ремонт. Ну, попробуем. Здравствуйте. Сначала нам показалось, что в этом кафе не очень уютно, но нам сказали, что здесь есть кабинки. Посмотрите, тут небольшая такая комнатка целая, чисто вот для нас, для нашего столика. Тут есть телевизор, не знаю, может кто-то будет смотреть. Вот, в целом таком все в деревянном стиле. Есть такое ощущение, как будто мы на даче на какой-то сидим. Вот тут деревья. В общем, ждем свою еду. Шашлык, к сожалению, нам отказались готовить. Сказали, что ради одного шашлыка не будут там ничего разводить, мангал делать. Вот, поэтому заказали чуду, абрикосовую кашу наконец-то решили попробовать. Точнее, нашли, где ее можно попробовать, потому что уже многие рекомендовали, но мы ее нигде не видели. И салатик, и чуду. Вот, короче, ждем. Мы очень голодные, потому что мы ели только утром вот эту яичницу, и все, больше мы ничего не кушали. И что мне нравится в Дагестане, это то, что мы уже неоднократно встречаем, что в кафе можно посидеть вот так уединенной компанией, то есть какие-то кабинки за шторками. Мы уже третий раз встречаемся с таким вот образом, так скажем, где как можно посидеть. Вот, нам нравится. Все, ребята, нам принесли наш обед. На удивление, все очень культурно, цивильно, кабинка отдельная. Вот смотрите, что мы заказали здесь. Салат овощной у Насти. Это вот, наконец-то мы нашли каша из абрикосов, да? Угу. Правильно, как она, не знаю, называется. Ну и чуду красивейший. Тоже вот все классно, как мы любим, тоненький. Ну и вот чайничек чая взяли. Конфеты. Да, смотрите, везде приносят бесплатно конфеты, угощаться, да? Хлеб. Хлеб тоже бесплатно принесли. Будем пробовать. Расскажем, как. Я хочу с каши, если честно, начать, потому что за этой кашей мы охотимся уже. Вот сколько мы в Дагестане есть, с первого дня мы ищем эту кашу. Что это сверху такое? Угу. Пахнет. Бабушка, когда делала пирожки с джемом, с вареньем, вот как-то так он пах. Когда горячее варенье вытекает из пирожков, вот примерно такое. Ну, пробуй. Сейчас попробуем. Нет. Нет, необычно, интересно. Нет, нормально, кстати, я сладкое люблю. Мне нравится. Я пытаюсь понять ингредиенты. Сверху вот это непонятно, что было. Попробуем отдельно. Какой-то сгусток чего-то сладкого. Непонятно. Сироп. Ну, что-то типа... Ну, так, вкусненько, ага. Второй раз бы купил. Сколько стоит? 150 рублей? Угу. Нет. Кушаем мы в кафе. Поели, рассчитываемся, разговорились, но спрашивают, откуда мы. Мы, как обычно, говорим, что мы из Сибири, путешествуем. Ну и нас спрашивают, а где вы сейчас будете ночевать, куда поедете? Мы объясняем, что мы будем ночевать у села Гамсутуль, в которое мы завтра хотим попасть, в село, которое является достопримечательностью. И нам говорят, ребята, зачем вы туда поедете? Там низина, там некрасиво. У нас здесь, в 10 минутах, шикарное место со смотровой, просто видно весь Гунип, это поселок местный. И мы как бы слушаем такие сперва, думаем, ну, да, думаем, как бы, ну, советуют, понятное дело, но мы не поедем туда, думаем.
Потом начинают показывать фото, видео, и мы такие понимаем, типа, блин, а почему бы не поехать? Короче, к концу диалога мы понимаем, что точно надо ехать сюда ночевать. Реально 10 минут, и мы вот в таком вот живописном месте. Это просто восторг. Мне кажется, что это самое красивое место, в котором мы пока что были в Дагестане. И тут ехать на самом деле было очень страшно. Тут такая серпантинная дорога, она ничем не ограждена. Ты просто едешь, засматриваешься в сторону, потому что тут вид уже вот такой красивый. И главное не съехать с дороги. По темноте сюда ехать тоже не стоит. Но я не знаю, я просто стою, у меня просто слов нет, это прям эмоции зашкаливают. Очень красиво. И завтра мы уже тут заприметили лавочку, там она просто сейчас занята. Мы завтра нальем чай или кофе, нет, чай. Нальем чай и будем тут пить чай, кушать и смотреть, как солнце наоборот встает. Будет, мне кажется, просто очень красиво. А сейчас там закат просто офигенный. Мне кажется, что и звезды тут будут тоже очень красивые, и их очень много будет ночью. Готовимся к ночевке в нашем замечательном, интересном месте. Уже хочется спать. На самом деле у нас очень сильно изменился график и вообще режим дня. И вот мы сейчас с Настей разговариваем. Я говорю: Настя, что-то мне уже в сон меня клонит. Время-то смотрим, а время уже 6:30. На самом деле очень сильно у нас поменялся график дня. Мы дома никогда не ложились в такое время. Здесь, если мы ложимся в 8 вечера, это нормальная тема. И в 6:30, там в 6 мы сами просыпаемся. Но мы реально высыпаемся. Не от того, что там будильники, а мы все, мы больше не можем спать. Или потому что солнышко уже припекло. А спать-то на самом деле хочется рано, потому что темнеет здесь очень рано. Здесь после 5 часов уже начинает, прям солнце садится быстро очень. И буквально бывает едешь. Вот еще, например, там 5:30 нормально. 6 и уже все, темно. Уже прям, смеркается сильно. Поэтому, солнце садится, соответственно, и мы тоже спать ложимся. Уже хочется там спать и как-то... А солнце встает, и мы просыпаемся. Так вот и живем. Кочуем. Если вдруг утром вы выглядите так же, как я, если вы не мылись уже несколько дней, и рядом нигде нет воды, то вам поможет вот такая вот чудо-штука, которая называется сухой шампунь. И не нужен никакой Heldren Shoulders. Просто мы путешествуем настолько активно, что замарываемся слишком быстро. Проснулись мы в таком вот месте. Сегодня, на удивление, нет коров. Есть большой плюс в этом месте. Здесь есть вода. Здесь есть такой краник, бежит небольшой. Но он, видимо, для коров, но мы им тоже пользуемся, потому что нам нужна такая техническая вода. Будем собирать потихоньку палатку. Завтракать здесь мы не будем. Поедем уже в Гамсутль. Там, наверное, где-то по дороге поедим, потому что уже времени не так уж и много остается. В этой кафешке мы вчера ужинали, и сегодня приехали на завтрак тоже сюда, потому что очень нам понравилось. Вот вчера здесь мы спрашивали, где нам заночевать, и нас просто подвели к вот этой карте. Говорят: ребята, зачем вам куда-то ехать? Вот сюда, смотрите, вот вам надо, вот на это вот место, вот надо, по этой дороге вот. И действительно мы поднялись, это вот была поляна Айвазовского, и шикарное место получилось. Тут прям реально по-домашнему яичница, сыр с хлебом. Ваня уже приступил к еде, к трапезе. Да, сейчас еще чаек принесут, чайку попьем с конфетами, и все. Прекрасное начало дня. По пути в Гамсутль мы обнаружили очень интересное место, мимо которого мы просто не могли проехать. Мы сейчас находимся в древнейшем поселении Кавказа, в древнейшем ауле, который называется Чох. Ему уже более 8000 лет. И вот это именно место здесь именно началось освоение оседлости на Кавказе. Здесь появились первые несколько общин, которые начали заниматься сельским хозяйством, животноводством, и в целом начали уже более вести такой оседлый образ жизни.
Здесь очень много древних построек, и вообще сам аул выглядит таким образом. Он просто находится на большой такой горе, и дома как будто бы вырастают из этой горы и находятся таким каскадом расположенные, дом на доме, и уходят кверху. Вот. И здесь, не знаю, мы сейчас будем гулять, будем смотреть, но здесь прям видно, что прям такой камень, он прям сливается с горой, и поэтому издалека этот аул мало приметен, что раньше, наверное, очень хорошо защищала эти места от нападений там, вражеских племен. И что еще интересно, как бы застройка здесь, она происходит и сейчас, но культурная вот такая самобытность, она остается, потому что даже когда строят новые гостевые дома, просто разбирают старые строения и из этого же камня складывают аккуратненько, то есть по сути как бы реконструируют, не привнося никаких таких новшеств. Поэтому здесь до сих пор такая атмосфера древности, что ли. Здесь смотришь вот везде и прям, ощущение, что реально на несколько там сотен, как минимум, лет назад ты окунулся. Да, как будто прикасаешься к какому-то чему-то очень историческому. Очень старое, такое интересное место. Сейчас походим здесь, посмотрим. Уже начитали, что этот поселок, он действительно уникальный. Здесь 300 кандидатов и докторов наук вышло из этого поселка. Да. Много поэтов, тут ремесло очень хорошо развито, да. Всякие художники. Пятикратный чемпион мира по вольной борьбе здесь тоже родился. Даже памятник есть. Памятник, да, есть. Да. В общем, пойдем, погуляем, посмотрим, окунемся в атмосферу вот такую. И советские, кстати, тут сохранились эти надписи, магазин, кафе. Тоже интересно, это все так сочетается между собой. Здесь такое прям идеальнейшее сочетание цивилизации и природы, потому что здесь просто все оно так как-то красиво скомпонованное, вот эти домики, и посмотрите, как здесь красиво, какие виды просто открываются. Мне вот интересно, насколько люди, которые здесь живут, то есть им приелась вот эта вся красота, или они все равно каждый день любуются, или им уже кажется, что это прям, обычный пейзаж. Но нашему глазу, непривычному к такому, вот здесь просто посмотрите, какие открываются виды. Очень интересно, такие зеленые, я не знаю, как это называется, типа террасы природные сделаны. Вообще класс. Холмы, горы. Не знаю, здесь хочется прям подольше погулять. Во многих местах сохраняются вот такие вот кольца. Это для того, чтобы привязывать лошадей. Сам поселок, он так стоит среди гор. Слева-справа обрыв. И тут прям, я понимаю, почему так за него были ожесточенные бои, почему завоеватели, которые проходили там, завоевывали от Индии до Армении, останавливались здесь, в Чохе, в небольшом таком поселке. Потому что сложно вести бой здесь. Улицы узкие, подъемы большие, спуски. К нему просто подобраться-то сложно. А мы отправляемся в Гамсутль. Это аул-призрак, последний житель которого умер в 2015 году. Есть такое ощущение, как будто люди в попыхах собрались и просто все вместе ушли. Там стоят кровати, где-то висит пила нетронутая, как будто бы она там висит, и сейчас кто-то придет ее и заберет. Вот. Но природа в любом случае забирает свое. Здесь уже все проросло травой, деревья растут. Ну скажите, что делать, а? Блин, хоть всех их забирай. Ну как же так, а? Так, все от машины, от дороги. Сейчас будем есть кашу. Самый большой. Кашку. Мой. Этот опять, он уже поел. Вань, вот этому отдельно отложи. Да, у нас каша там не так уж. Сейчас тушенка пойдет в ход.
Доброе утро. Доброе утро всем. Да, вчера, в общем, когда мы сюда приехали, уже было достаточно темно, и не удалось во всей красе показать эту вообще вот прелесть всей этой локации. А сегодня утром проснулись, я смотрю в окошко, и, блин, там скалы, они отражаются в воде. Вода тут прям как будто зеркало такое. Она безмятежная, без каких-либо волн, без течения. Вообще потрясающе. Вообще это водохранилище. Местное название не помню. Сейчас вот тут вот напишем где-нибудь. Вот. И такое живописное место, которое мы чуть не проскочили, потому что ехали мы вообще на другую локацию. Мы хотели вчера приехать уже на Тобот-Хобот водопады и на Язык тролля. Вот. Но решили остановиться здесь. И я думаю, что не прогадали, потому что вечером тут было красиво, а утром тут еще лучше. Да, мы еще вчера такие думаем, ну, мы встанем, сразу соберемся, поедем, не будем тут ни чая, ничего пить. А потом такие думаем, блин, ну тут так красиво, хочется немножко посидеть. В общем, мы тут разложили пикничок небольшой, будем сейчас чаи гонять. Еще здесь с нами ночевал автодом, мы его заприметили еще вчера. Прям так хочется к ним подойти, познакомиться, но мне кажется, что к ним все постоянно подходят, и, может, им это не очень нравится, поэтому мы не будем их беспокоить. Мы решили, проще будет купить свой автодом. Да, но в них так уютно, они вчера включили свет вечером, там горел свет, у них там стульчики стояли, они сидели, смотрели, блин, это очень круто, наша мечта. Пост про нашу палатку опубликовали в группе в одной туристической ВКонтакте. И здесь уже буквально тут суток еще не прошло, 238 комментариев. Мы решили почитать, посмотреть, что тут пишут. Первый комментарий. Если есть авто, купи себе нормальную палатку и не ломай мозг. В чем прикол лазить в палатку по лестнице? Классная вещь, себе такую хочу на рыбалку ездить. Человек пишет, я в июле был на Алтае, брал в прокат пикап с автодомом в кузове. Это совсем другой уровень комфорта и путешествия. Просто я пешком не хожу в походы, и мне нужен был именно такой вариант. Кто-то ходит легкоходом, и у него палатка 600 грамм весит. У каждого свои потребности и задачи. Ну да, автодом-то это уже вообще другой уровень, к которому мы тоже когда-то придем. Но пока что вот начинаем с палатки. Многих волнует вопрос, вот что как же быть, если выпил? Как в нее залазить, слазить и... Многие думают, что это не жизнеспособная вещь, видимо, если ты любишь. Проблема выпить. такая, что они пьют до такого состояния, видимо, сознания. Да. Ну, ответ простой, что не пейте. У нас такой проблемы нет. Когда бухой, либо даже забраться не сможешь. И все-таки при большом ветре ее может вместе с машиной опрокинуть из-за парусности. В общем, тут отвечал человек, что если такой ветер силы, что переворачивает 2-тонную машину, то что станет с этой палаткой, которая вот на землю ставится? Что ее тоже, конечно же, сложит и снесет. Так, вот человек пишет, данные палатки имеют плюсы, но незначительные. А вот минусы очень перевешивают. И поэтому эти палатки не будут из-за них популярными. Не будут популярными. Этим палаткам уже, наверное, не знаю, под 100 лет пользуются. А что за минусы? Такой вариант палатки подходит для путешествий вдвоем. Но уверен, большинство путешественников, причем серьезных с большой буквы, не будут покупать себе спальное место для 2 человек за сотни тысяч, которое весит 50-70 килограмм и занимает всю крышу, на которой можно разместить много вещей в автобоксе или экспедиционном багажнике. При этом этот спальный короб не возьмешь ни в лодку и никуда дальше, чем проедет авто. А кто боится кузнечиков и скорпиончиков, то теперь, наверное, и без домашней ванны жизни не представляют и дома сидят. Это не туристы. Мы не туристы, друзья. Мы не туристы. Мы парашютисты. Ага. Отвечают, зачем вы так категоричны? Что есть турист, по-вашему? Проехали с такой палаткой весь Кавказ, вдоль и поперек 2 раза, пол-Урала. Нифига. Каждый... Это они, да? Отвечают им. Они проехали, Да. Просто такой же маршрут Да, у да. нас. Угу. Каждый день ночевка в новом месте с шикарными видами. Установка, сборка палатки занимает минуту. После дождя сушить не нужно. Из багажника сразу ушли на крышу. Палатка, спальник, пенки не нужны. Есть свои плюсы. Конечно, туристические палатки они не заменяют. Но поверьте, спрос на них очень большой, и свой турист на них найдется.
Мы уже 3 недели путешествуем с подобной палаткой. За 10 минут весь лагерь разбивается и за 10 собирается. Очень удобно. А если вас напрягает лестница, значит ваш принцип отдыха с палаткой – это выехать и нажраться в зюзю. Понятное дело, по лестнице ползать тяжко будет. Но в целом, да. Еще писали, что вот если ты поел арбуза, как ночью сходить в туалет, и думаю, блин, как вообще люди ходят в туалет? Вот ночью дома ты встал с кровати, ты же тоже должен встать, сходить там, не знаю, если ты, не дай бог, живешь в двухэтажном доме, тебе Ну да, уже то же самое. надо спуститься вниз. Если у тебя еще туалет на улице, есть такие дома, то надо на улицу выйти. Я не знаю, почему делают такие проблемы. Вот просто встал, с лестницы сходил, вот и все. В чем проблема? Человек вот пишет еще забавные такие комментарии. Ребята купили вещь узкоспециализированную, которая их устраивает, к покупке которой они шли какое-то время, взвесив все за и против. Нет, находятся люди, которые говорят, что это не вариант, надо купить другое, дорого, мне не подходит. Как будто мы заставляем, да, кого-то? Неужели непонятно, что это выбор ребят для конкретно их задач, для их способа путешествовать, для их маршрута и графика, для их автомобиля, для их веса, роста, физической подготовки и так далее. Просто порадовались бы и пожелали отличного путешествия, хорошей погоды и попутного ветерка. Прекрасно. Вот. Тимур Нуриев, спасибо. Человек выкладывает, как он будет жить 1,5 месяца. Он, полагаю, хочет просто поделиться. Он не спрашивает чего-то мнения. Кому-то, если нравится, тот возьмет на заметку и спросит, что да как. Критикующие пусть оставят свое мнение себе. Выкладывайте, как отдыхала вы. Ну, там это женщины отвечают. Про палатку коротко расскажем. Эта палатка – копия известной палатки Маджалина. У нас на ютубе тоже есть отдельное видео. Думаю, ссылка будет где-то вот здесь, про эту палатку. Это полная копия Маджалины. Маджалина – это итальянская фирма, которая делает такие палатки. Она стоит сейчас 600-800 тысяч. Эту палатку мы купили за 167 тысяч, плюс 16 тысяч была доставка до Красноярска. Поэтому, ну как сказать, что дорого или недорого? Вот человек один делал сам, тоже посчитал, что дорого. Начал сам делать. Купил в Леруа Мерлен там все детали вот эти. Не такую прям делал, ну, такую автопалатку, скажем так, другого типа маленько. Так вот, себестоимость у него вышла 110 тысяч. Да. И человек потратил времени там уйму, чтобы все это сделать, собрать. Не так, ну, как бы качественно все это будет. И выглядело это, я вам скажу, очень печально. Как гроб, очень печально. Честно. Да, поэтому... Ну, как бы не может действительно хорошая вещь стоить дешево, потому что надо же учитывать, что люди тратят какое-то время на то, чтобы ее сделать, себестоимость товара. У вас такая себестоимость не будет, как у производителя, который делает там, хотя бы 20-30 палаток в месяц. Ну, никак не будет. Он просто покупает сразу на 30 палаток материала. Вот, у него цена оптовая, а вы покупаете там на одну, у вас цена розничная в 3 раза выше. Все, у вас уже себестоимость выросла. Так что... Если кому-то нравится вот такой вид путешествий с автопалаткой, ну, наверное, можем порекомендовать, но есть много нюансов по этой палатке. Не по Лучше палатке, по компании. По компании, да, больше по компании, ну и по палатке есть немного нюансов. Так что лучше посмотрите видео и как бы для себя решите, нужно вам оно или нет. Подойдет, ну, не каждому. Мы на первой локации на сегодня. Это водопады Тобот и Хобот. Находятся они вот прям за моей спиной. Место это печально известно тем, что в этом сезоне погибла здесь семья, упала на машине, упали, разбились вчетвером. Примерно вот ориентир это вот тот водопад. Где-то там навигатор их завел. И, к сожалению, они остановились, проехали прямо и в обрыв прям упали. Семья погибла, конечно. Мы уже проголодались немного, и на пути у нас встретилось вот такое заведение необычное – «Бастион». Ну, про кухню мы пока что ничего не можем сказать, но интерьер вообще бомбезный. Красиво очень. Нам уже принесли чай, чайничек чая на травах. И чуду. Вот это вот чуду с творогом. Такие вот интересные, тоненькие, как мы любим.
и с зеленью. Зеленью мы еще в Дагестане не пробовали, но сейчас попробуем, посмотрим, какой вкус. Ну-ка, Настя. Необычно вкусно. Это так вот мы тогда ели с ботвой. Хачин. Такой же вкус. Ну, с творогом вкуснее, наверное, да? По-разному просто. Тоже вкусно. Дай с творогом попробуем. С творогом вкуснее. Лучок маринованный, аж пробивает нос. Ну, давайте попробуем. Так. Хлеб вкусный. Аж глаза слезятся от них. Ну, хорошее мясо, вкусное. Ну, это не самый топовый кебаб. Плачу и ем. А как иначе? Пришлось нам закончить наш обед немножко раньше, потому что полиция ходила и искала, кто владелец Lexus 393. Короче, встал я под знаком запрещающим. Вот смотрите, прям это очень нагло прям было. Прям вот под тем знаком. Это вот отдел полиции их. И там камеры стоят. Короче, начальник отдела сказал, что найти, там машину убрать. Им пришлось как бы составить протокол. Поэтому вот штрафанули нас. Настя уже меня потеряла, пошла искать, там рассчиталась. Но сами сотрудники извинились, говорят, извини, начальник просто сказал, дали шоколадку. Говорят, как дела? Что за сотрудники такие? Все нормально, говорит, у вас, типа, там помощь какая нужна, не нужна. Ну вот такая вот небольшая получилась оплошность по моей вине на самом деле. Сам я не заметил, просто знак. Ну ничего страшного, едем дальше. Мы сейчас находимся в селе Гоор. Есть два поселения Гоор. Это Старый Гоор, в котором мы сейчас находимся, я непосредственно здесь сижу, и есть Новый Гоор. Почему их существует два? Старый Гоор существовал до 50-х годов. В 50-х годах прошлого века люди переселились вниз, потому что здесь неплодородные земли, здесь просто скалистая порода, здесь нет воды, и поэтому, чтобы людям элементарно просто добраться до воды, необходимо было спускаться очень долго и подниматься. И это было очень тяжело, и здесь ничего не росло, это было неудобно. Поэтому они всем своим поселением спустились вниз и основали новое село. Там текет река, растут деревья и так далее. Вот. Но вообще существует легенда, которую мы сейчас прочитали с вами в интернете. Она гласит таким образом, почему они переселились, потому что у них такое было, так скажем, проклятие на все село наложено, и когда у них в одной семье рождался мальчик, то какой-нибудь мужчина в этой семье умирал. И так как эта закономерность приводила к тому, что мужчины вымирали в этом поселке, им пришлось собраться и на совещании, так скажем, принять решение переселиться в другое место. Но мы сейчас встретили местную женщину, которая сказала, что ее муж родился в старом селе Гоор, а она родилась в новом. И что это легенда, это просто какая-то байка, и она впервые ее слышит. Но звучит красиво. А переселились они только потому, что там, здесь, соответственно, ничего не растет. Также эта женщина сказала, что здесь очень крепкий камень, и что этот камень, он долговечный, и что когда переселялись люди вниз, то они разбирали свои старые дома, и этот камень переносили вниз, и уже из него делали себе новые дома. Его даже перевозят в Москву, и там зажиточные люди, как она выразилась, делают себе террасы около домов. Место, в котором мы находимся, называется гоорский язык тролля. Вообще, оригинальный язык тролля, оригинальный памятник природы находится в Норвегии. И он окутан множеством легенд. Самая известная из них звучит так. Во времена, когда жили огромные-огромные тролли, был один самый ловкий из них, самый проворный, который хулиганил, прыгал с самых высоких скал, нырял в самые глубокие водоемы. И вот он придумал себе новую забаву. Он решил из пещеры доставать рано утром на рассвете язык. Но фишка-то в том, что тролля солнце убивает, поэтому они жили в пещерах. И вот этот тролль, дождавшись утра, высунул свой огромный длинный язык, и он закаменел, застыл, и получился вот этот памятник природы, нерукотворный язык тролля в Норвегии.
Это место похоже очень на него, поэтому его называют тоже язык тролля, но на самом деле название этого места Девичья скала. А называется она так, потому что раньше здесь считается, так по поверьям, что девушки от неразделенной любви спрыгали с этой скалы вниз. Так поканчивали вот жизнь самоубийством. Не желая быть выданными замуж не по любви, вот они совершали здесь самоубийство таким образом. И вот до наших дней тоже сохранилось это место, стало вот такой достопримечательностью для фотографий. И люди здесь фотографируются с видом, от которого в жилах стынет кровь. Но славится древнейшее поселение Гоор не только языком тролля. Есть еще одна легенда очень интересная о 6 братьях, которые здесь жили. Считается, что в этом поселении жило всего лишь 6 семей, 6 братьев, которые построили 6 башен в этом месте, чтобы защищаться от набегов и разорений. И башни эти существовали здесь довольно-таки долго, но со временем какие-то были уничтожены естественными силами природы, в какие-то тут молния ударила, разрушила, какие-то были просто ветром, скажем так, разрушены. А со временем, скажем, необходимость в этих башнях, она отпала. И в целом в поселении в горах тоже отпала. И поэтому поселение спустилось вниз, как уже Настя рассказывала, а башни эти до сих пор здесь остались. Не все, конечно, но те, которые уцелели, их здесь 3 штуки, на них можно посмотреть даже вот сейчас и подойти к некоторым из них вплотную. У нас случилась неприятность, пробили колесо ночью. Не доехали мы сегодня до моря, пробили, разбортировались. Пока вообще непонятно, насколько там. Ну, колесу все, хана по крышке, конечно. Под вопросом диск целый ли. И запаска. То есть запаска тоже непонятно, встанет, не встанет сюда. Когда мы ехали сюда, буквально, вот не знаю, минут за 15 до этого, мы едем, и нам через дорогу перебегает черная кошка, и переходит женщина с 2 ведрами пустыми. Я Ване еще говорю, смотри, блин, просто 2 приметы самые стрёмные. Кошка черная перебежала, и женщина с пустыми ведрами. Типа, ну, как-то мы не придали этому значения, и сейчас Ваня говорит, там, вот что-то было предвестником, и мы сейчас просто вспоминаем вот это, и мы просто в шоке, ну, как такое может быть, такие совпадения? Это не совпадение, блин, это реально какие-то рабочие приметы. Если у нас в другой раз что-то такое случится, мы, наверное, просто дальше не поедем никуда, просто остановимся и все, потому что это, блин, даже как-то жутко. Сейчас еще темно, и воспринимается это все вообще максимально мистично. Что-то дождь, вообще капец. Есть хорошая новость. Настя говорит, что темнее уже не будет на улице. Темнее уже Не некуда. может не радовать. Вообще очень приятно, что местные очень часто останавливаются и спрашивают, нужна ли нам помощь. Вот, это прям класс. Все это, конечно, веселое приключение. Вот она, вот дырка. Ну-ка. То есть все, как бы эта резина восстановлению не подлежит. Новенькая. Да. Кошмар. В общем, колесо поменяли, но не без помощи, конечно, местных обошлось, потому что я гайки сам не смог открутить. Короче, так на шинке закрутили, что вообще не сорвать было. Я уже там и прыгал на этой гайке, там, блин, и молотком по ней долбил. В итоге местные подъехали. Сознанием дела вообще сразу в позочку встал. Хоп, на себя, ногу одну упер туда, как дернул, короче, блин, я думаю, нифига ты Халк на минималках в натуре. Короче, блин, он тут в одного попрыгал, бац-бац, минуты 2-3, наверное, все гайки открутил. Я прям удивился, если честно. Вот, уже дождь начинает идти. Короче, вообще, эти приключения мне не очень нравятся, такие с колесом. Ну, поедем сейчас до ближайшего города, а пока что спокойной ночи. Доброе утро. Ночь прошла нормально. Мы спали где-то на обочине дороги, но машины не мешали, потому что вчера был такой насыщенный день и эмоционально нагружено, что мы отрубились, просто спали без задних ног. Вот проснулись только сейчас, около 9 утра. Вот. Но было холодно. Не знаю, погода как-то резко начала меняться. Ваня вон спит в шапке. Одел вчера шапку.
холодно было ночью спать тебе? Нормально, свежо. Ваня Дождь говорит, шел свежо, снова. это значит было холодно. Резину делали нам вот в этом месте, вот такая вулканизация на подъезде к поселку Манас. Большое спасибо Рамазану из села Манас. Вы настоящий мастер своего дела. Успехов и процветания вашему бизнесу. Наше путешествие подходит к концу. Кажется, что в этот прощальный вечер погода грустила вместе с нами. Море негодовало большими волнами, а тучи как будто от обиды сгущались над нами. В один вечер пропали темы для разговоров, и хотелось просто помолчать, взглядом упершись вдаль горизонта. Но утром Мы проснулись на пляже совершенно одни. Здесь такой дождь, всю ночь тоже лил. Ветер, дождь. И пришлось нам одеваться. В общем, собирать лагерь абсолютно некомфортно. Еще такой момент. Мы не знаем, как выезжать с пляжа, потому что размыло, скорее всего, дорогу там сильно. Дороги нет. Короче, вот почему тут не было людей. Так что не стягивай нас. Все, приехали. Мы решили попробовать канистру поставить. Тянет, тянет. Все, Вань, стой, стой, стой. Ну всё. Ваня, Ваня. Жесть. Блин, главное, что он песик с нами. Блин, мне кажется, сейчас что это вообще ситуация безвыходная. Тут вообще никого нет. Смотришь на море, блин, кроме нас. Я вообще не знаю, что сейчас делать. Зато как хорошо отдохнули. Выехать мы не смогли. Использовали все свои 2 канистры. Поставили под колеса. Выезжает, в общем, машина. Идем за помощью. С этими тракторами. Настя предлагает МЧС вызывать, потому что ситуация непростая. Мы еще всю еду собаки отдали. Да. Нашли цивилизацию. Нас приютили. Оказывается, это был военный объект здесь, вот где мы сейчас были. Странный такой, вот. Но там они тут вдоль периметра всего моря Каспийского. Ну и вот там нас дедок отогрел, в общем, чаем напоил. Позвонил там всем знакомым, которые могут обладать нужным джипом, УАЗиком, там, Нивой, чем-то таким. Уже там ни у кого тут нету. Он уже звонит куда-то там в часе, то говорит: танк есть! Танк, говорит, нужен. Тут туристы застряли. Вообще, это вообще жесть. Жесть, смотрите просто, какая колея была. Чтобы вы понимали, текстура какая. Все, наступил, ушел. Наступил, ушел. Как болото. На меня посмотрите. На малыша, на чудика посмотрите. Иди ко мне, иди. Просто в грязище все вообще. Приехала подмога наконец-то. Трактор будет нас выручать сейчас. Ура! Мне вообще не верится. Mm-hmm.